Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Все, как всегда, вовремя начать не получилось, видите сами, да, вот техника, вот это все, ой-ой-ой. Но главное, что пятница, вечер мы вместе, и мы традиционно смотрим в этот день, как какую-то информационную пропасть и шумим, шумим, шумим. Я очень благодарен всем, что ждете нашего сегодняшнего эфира, что дожидаетесь этого эфира, что, тем не менее, вы вместе, вы поддерживаете эти эфиры и поддерживаете наше с вами общение. Для меня это очень важно и показатель того, что все-таки очень важно трезво смотреть на вещи и пытаться анализировать и быть услышанным. Это можно сделать в комментариях, конечно же. Собственно, для этого все темы поднимаются. Для этого проект «Шум» и есть, да, для того, чтобы обсудить важное и посмотреть под разными углами, а мы ведь с разных уголков планеты и имеем на это право громко пошуметь. Ну и, конечно, формат нашего общения традиционен. В предложку почта, да, электронная, можно писать рубрику «Колобок, куда мы катимся» или задавать свои вопросы, что разрешено, конечно же, в клубе зрителей в телеграм-канале. Также будем общаться с чатом периодически, и для чата, как говорится, припасено очень многое. Это и голосование в вопросе, и, конечно, наша традиционная игра в города. Перед тем, как в нее сыграть, всех благодарю, что пользуетесь QR-кодом, который видите на экране, поддерживайте канал. QR-код, возможность, если работает сервис, на экран вывести свое мнение, пожелание, предложение. Ну и, конечно, если опять-таки есть у вас такая возможность, это суперстикеры, суперчаты, это тоже здорово, это хорошая поддержка, я вам очень благодарен за это. Ну и, собственно, о нашем сегодняшнем эфире, о нашей сегодняшней игре в города. Она просто окрыляет, вдохновляет, и я не просто так призываю каждого, кто даже смотрит из-за разницы часовых поясов в другое время, там, в записи, все равно уделять ей, ну, хотя бы 2 минутки, да, потому что вы только посмотрите, какая обширная география. Вы пишете, вы не просто пишете, вы делитесь своим местоположением, вы сразу демонстрируете, откуда вы. И самое, наверное, ценное, что все равно есть вот этот процесс единения. Для меня это самое главное в шуме. Воронеж на связи. Привет, Воронеж. Сам играйся, Океан говорит. Ну так не играйтесь. Ну, слушайте. Дело же добровольное. Майкоп, Рига, Днепр, Германия, Ленинград, Испания, Нарва шумит. Спасибо, Нарве, что шумите. Привет, привет вам. Киев, Тулон, Сухум с нами, Валерий, спасибо, или Валерий. Хемиксем смотрит. Пенза, Канада, привет из Молдовы. Брянск, шумим вместе из Дании. Замечательно, Тольятти, с Днем Победы. Пишет Наташа Айс. А какой вы День Победы имеете в виду? День Победы над Ермаком или День Победы над национальным единством сбежавшего вице-премьер-министра? Город Советский, Ханты-Мансийский автономный округ. Ох, как издалеко. Хорошего шума, Алмата с вами. Привет в Алмату. Майами, Варшава. Привет из Ангарска. Привет в Ангарск. Гродно слушает. Челябинск, Россия, Киев с вами. Болгария, Воронеж, Шебекино, Домодедово. Правила же игры очень просты. Слышите название населенного пункта или где-то что-то рядом? Ставьте лайк. Вот и все. Харьков смотрит. Харьков, Жупалова шумит. Якутск, Николаев. Ой, шум, шелест умных мыслей. Прага на связи. Спасибо, привет в Прагу. Нью-Васюки, тоже хороший населенный пункт, многообещающий. И сколько лет уже, слушайте. Петровск, Киев. Вот, кстати, писали в прошлый раз в комментариях, погодите, а где Киев, а где Киев? Вот смотрите, сколько Киева называю. Из Киева тоже смотрят. Таганрог смотрит, Сумы смотрят, Караганда с нами. Привет из Эстонии, Донецк, Киев, Испания, Краснодон, привет из Твери, привет Тверь, Ирландия, Мелитополь, Львив, привет, значит, Одесса, Херсон, Шуя, есть такой населенный пункт, Салоу, Испания, с Урала привет, спасибо большое за эти приветы, и Новосибирску, и Аляске, Александра из Аляски, Аляска. Помните, сразу песня вспоминается, да? «Не валяй дурака, Америка». Астрахань, Трусковец, добрый вечер. И вам добрый вечер. Омск и Калининграду тоже добрый вечер. Значит, друзья, давайте теперь перейдем к нашему вопросу сегодняшнему. Сколько вы готовы терпеть войну? Полгода, максимум год. Год-полтора.
столько, сколько нужно, или не готов терпеть, хватит уже. Ну вот уже вчера должно было закончиться. Вот такой опрос, мы в конце подведем итоги. Проголосуйте, пожалуйста. Большинство пока 75%, что не готов уже терпеть, хватит уже терпеть. Мы будем возвращаться к этой теме в шуме, потому что нам же как обещают. Да нормально, сейчас еще тут повоюем, а потом как, ах, и победа. Причем, что с одной стороны так говорят, что с другой стороны так говорят. Там капитуляция Украины, которую сегодня отменил Путин. С другой стороны, мы видим, что ну вот сейчас чуть-чуть еще и Россия развалится. Смотрите, сейчас вот у них там крах финансовый, все ужас. А мы вот вытерпим, украинцы, и победим. И это будет мечта. Ну, об этом дальше. Да? Там, это я не от себя говорю, а там ссылаюсь на будущие материалы, которые я предлагаю вам обсудить непосредственно в шуме. Запорожье с нами. Значит... Шамраевка, Киевская область. О, спасибо большое из Шамраевки. Привет. Значит, Одесса, да-да-да. Шуя известный в России, да, известный населенный пункт. 10 годиков можно. Угу, это да. Можно и 20. А чего там, господи, уже и детей все учат и так далее. Значит, друзья, станица Лысогорская. Константин Лысогорский. Привет, в Авдеевку тоже привет, и в Керчь, в Таджикистан тоже. Друзья, ну давайте начнем наш сегодняшний обзор с Ближнего Востока. Кажется, ситуация меняется. Вчера был эфир, ну кто не смотрел, посмотрите, кто не хочет, ну понимает, о чем речь, такого заядлого, такого, ну что проиранского, так нельзя сказать, но такого объективного, как бы с точки зрения вообще происходящего, да, Степана Димура, и вот он говорит о том, что, ну, собственно, Израилю там осталось недолго. Сегодня вышел большой материал Financial Times, что, в принципе, это все надолго, это вся свистопляска. И буквально перед нашим эфиром сообщили, что Трамп проснулся и проводит заседание Совета национальной безопасности. Он будет его проводить 3 дня в связи с событиями на Ближнем Востоке. У него запланирована и пятница, и суббота, и воскресенье вот по этой теме. Параллельно с этим мы видим, как Америка перебрасывает мосты, воздушным мостом грузы, да, и это все идет из Европы. Что-то вот туда, да, на Ближний Восток, в Израиль конкретно. Все понимают, что что-то будет, чем-то дело может обернуться. Тем более, что вовсю уже пишут о том, что какие-то вот это вот ненастоящие или не шибко эффективные, а нет, они, конечно, есть у американцев, вот эти глубинные бомбы, которыми будут поражать цели, если Трамп вступит в войну с Ираном, будут поражать цели на глубине вот этих бункерах, но тактическим ядерным оружием, вернее. То есть США не исключают ударов тактической ядеркой по углубленным объектам изучения мирного, на официальном уровне мирного атома Ирана. Новость, конечно, такая будоражит, новость серьезная, и к этому нужно относиться серьезно. И вот эти 3 дня заседаний Трампа со своим Советом нацбезопасности тоже такие достаточно тревожные. Причем интересно, что если так вот посмотреть на развитие событий, то мы находимся в стадии некоего перелома. Есть много аналитиков, они все сходятся к тому, что, мол, вот смотрите, Иран слабый, да, но эту слабость Ирана чем дольше дистанция, тем мы будем меньше ощущать, потому что, ссылаясь опять-таки на вчерашний эфир по этому поводу и на сегодняшние данные, есть стратегическая глубина. Вот самое, что ни на есть стратегическое. Даже есть уже определенное видео, когда берут карту Ирана и переносят на Европу, но это пол Европы по территории. То есть все прекрасно понимают, что сухопутная компонента практически невозможна. Вот эти удары, они, конечно, точечные, болезненные, и нам Цахал рассказывает неимоверные истории о том, как, смотрите, все уже почти поразили, осталось 100 пусковых установок, но они-то стреляют, эти 100 пусковых установок, а Израиль маленький, и в Израиль начинает прилетать
обсуждать, и начинает это просачиваться непосредственно в паблик. Сегодня, конечно, на слуху, да, были удары там по всему Израилю, тревога была по всему Израилю, но, конечно, местом отработки иранских ракет и перенапряжения ПВО стала Хайфа. В Хайфе сегодня были, ну, такие серьезные прилеты. Значит, мы видим, да, работает купол, работает, но все не перехватить. И вот этот удар, он был нанесен. Ну, конечно, люди кричат, это все очень страшно, это действительно объект, там внизу есть парковка. Это вот, скажем так, удар с одного ракурса, вот в Хайфе прилет с другого, да, вот это примерно та же локация. Люди берут, снимают, и вот уже после удара бегут, так сказать, все по украинским канонам, то есть люди везде одинаковые, никто, когда включается воздушная тревога, все как бы, да, чего-то ждут, и все бегут за смартфоном к окну, непосредственно, чтобы снимать тот или иной прилет. Ну, еще немножко хайп, вот это, так сказать, там есть последствия разрушения, задымления и вот эти купол, да, этот железный. Сегодня Хайфа под ударом. Примечательно, что это начали выкладывать, а раньше было запрещено. И вот прям много этих видео. Нет, были с утра удары, конечно, и по Ирану. Отрабатывала израильская ударная, да, авианосная группа. Но примечательно, что почему я делаю вывод, что мы на стадии некоего перелома ситуации, эмоционального прежде всего, и такого перелома в восприятии. Потому что все, опять-таки, еще раз, все четко поняли, что Иран большой. Все четко видят, что Иран не собирается сдаваться. Иран и президент Ирана, вот этот светский, да, президент, он четко вышел и говорит: ребята, то есть мы готовы, да, в общем, не стрелять, если сионистский режим, они так величают Биби Нетаньяху и Израиль, перестанет бить по нам и, в общем-то, наносить по нам удары, и вообще свернет вот эту свою деятельность, направленную против нас, ту, которую Израиль начал. Напомню, что сегодня тоже такие смешные фотографии, конечно, оттуда, но не будем сильно много внимания уделять, потому что Европа опять пасет задних и в роли догоняющего. Ну, во-первых, да, то есть прошли какие-то сообщения о переговорах с Уиткофом. Вот буквально вот сейчас, вчера, сегодня, что как бы Иран говорит с Америкой, но вот сегодняшняя встреча европейских министров иностранных дел под предводительством Каи Каллас, ну, скажем так, они предлагают условия достаточно такие своеобразные, мол, вы давайте от всего отказывайтесь ради прекращения огня. По большей мере ультимативные условия для Ирана. На ультиматумы вряд ли пойдет Иран, но то, что Европа засуетилась, и вот все-таки это показывает нам, что, ну, я рассказывал в прошлом шуме, что вот это по авиасообщению такой момент острова наступает для Европейского Союза. Они отсечены от авиасообщения туда, в сторону Востока, на всю Азию и Ближнего Востока в том числе, практически там узкое горлышко. Плюс, естественно, да, пролив, залив, Иран как бы прикрывает Персидский залив, и там есть пролив, который, ну, действительно, если его Иран перекрывает, то это серьезный ущерб для мировой торговли. То есть проблем Иран создать вот на этом этапе может много. Причем для всех, и для Израиля в частности. Иногда нервы сдают. Вчера об этом видео мы говорили в прямом эфире, вот оно появилось. Значит, что это на непонятном языке происходит? Это израильтяне. Бен-Гвир, министр Израиля, встретил, так сказать, на улице главу Моссад. И у них произошла перепалка. Главное поправить кипу, потому что это важно. В этой непереводимой речи смысл понятен. Бен-Гвир говорит: что вы злите Иран? Что вы вообще делаете?
Мол, доколе, вы же видите, что происходит, нас теперь обстреливают. Из как бы, того, что можно сообразить и вынести, да, вот, скажем так, из нормального текста, глава Моссада ему отвечает: мы не думали, что у Ирана настолько возможности позволяют ракетные, да, вот, бить вот так по Израилю. Ну, до рукоприкладства, конечно, не дошло, но то, что мы видим определенное брожение внутри Израиля, это тоже подчеркивает определенный фактор. Вот смотрите, все говорят в доктрине у Ирана, и это правда, есть там пункт уничтожения Израиля. И этим все бравируют, и это выносит та же Европа, у которой сегодня с министром иностранных дел Ирана переговоры, выносит какое-то такое главное положение. Мол, смотрите, Израиль действует в рамках самообороны. Сегодня, например, Израиль отбомбил по Ливану. Тому Ливану, который там митинг собирал, радовался, скажем, тому, что Иран бомбит Израиль. И, в общем, да, вот, как бы отработали. Ну, тоже в рамках самообороны. Но если если Израиль и Ливан, они как-то вот, они вместе, там рядышком, да, понятно, это там, вроде Хизбаллу все уничтожили по второму или третьему кругу, но тем не менее, то Иран как бы через два государства. Там Иордания, Ирак, вот если так по прямой смотреть. И, в принципе, вот этот ад, который происходит в Израиле, начал сам Израиль. И люди там это понимают, и гражданские министры тоже это понимают, и просто люди. Хотя, конечно, понятное дело, все должны в тяжелые минуты там, плечом к плечу, друг к дружке, как бы еднатися, да, объединяться. Но вопросы остаются. То есть, насколько все проработано в действиях Моссад, и вообще, Моссад ли это, и не является ли это глобальным стратегическим неким планом. Сегодня был прилет также в Израиле возле здания, ну или в само здание, или там задний двор здания корпорации Microsoft. Также разгоняют видео достаточно широко, что Иран ударил по мечети, где как бы собственно, Коран читают, молятся Аллаху, и это вот демонстрируют, и израильские власти тоже на этом играют. Почему перелом эмоциональный? Потому что отпустили вот эту военную цензуру, показывают разрушения, показывают эти же мечети, эту же корпорацию Microsoft. Израиль переходит, в такую эмоциональную воронку продаж, ударов Ирана по нему. Потому что, проявив агрессию, сейчас как бы у нас Иран выглядит, смотрите, каким неистовым агрессором, который бомбит, и там жертвы, пострадавшие. Вот, собственно, Иран стирает с лица земли. Иран как бы держит марку, там очередная порция роликов о том, что мы снесем Израиль, и сионистский режим пострадает. Об уничтожении его, так говорят смело только ястребы, но в принципе речь идет о том, что в официальных таких посылах пропагандистских иранских, что режим Нетаньяху пострадает. Сегодня, кстати, будем возвращаться к этому, опять-таки, этой украинизации, да? Очень интересно по поводу Хайфы добавлю, что пострадало украинское кафе после удара по этому городу. Там было украинское кафе. Видите, там по интерьеру без перегибов, просто трезубцы, просто без черно-красных, без там каких-то символов УНА-УНСО, УПА. Вот такие символы. Это кафе пострадало тоже от удара по Хайфе. Мы будем возвращаться немножко дальше к этому, но примечательно важно, что об этом сказал сегодня в Питере Путин по поводу выполнения договора по отношению к Ирану, если на него нападут. Значит, во-первых, в этой связи
мы всегда выполняем все наши обязательства. То же самое происходит на российско-иранском треке. Мы поддерживаем Иран в борьбе за его законные интересы, в том числе в борьбе за его интересы по мирному атому. Значит, поддержка Ирана по мирному атому – это вот ключевой момент, посыл конкретно в Иран. А дальше будут посылы в другом направлении. И мы всегда занимали эту позицию. Принципиальная наша позиция в данном случае и в этом конфликте не поменялась. Кто говорит, что мы должны были бы сделать больше, что больше? Начинать какие-то боевые операции? Так что ли? У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем, и тех, кто Заметьте, то есть мягко подбирает слова, мягко, и вот здесь неловкая пауза, потому что он как бы понимает, что он хочет сказать, но тут очень важно подумать, как правильно сформулировать. Значит, что вы хотите, чтобы Россия начинала боевые операции в Иране? Мы так воюем против тех, кто, кто, и все-таки это звучит. Кто создает угрозы для Российской Федерации. А это в основе своей, в принципе, одни и те же силы. Это очень важный посыл. Вот геополитически очень важный. Также там была еще про Третью мировую войну. На этом, панель, да, правильно, там сейчас модно называть. Было выступление по экономике, ну вот такое официальное, да. А была вот эта вот панель с неславянской внешности ведущим, который задавал разные вопросы. И вот здесь было очень важно отметить, да, что получается и в Иране, и в ситуации противостояния Украина-Россия Путин видит одних и тех же людей, у которых вот такие цели. То есть на самом деле, и это тоже очень важно подчеркнуть, и просто это нужно вычленить это из потока вот этих всех сообщений, новостей и так далее. На самом деле, одни и те же силы хотят по принципу Ирана развалить другие страны. Была шутка на израильском телевидении по поводу Турции. Мол, да, мы сейчас вот попробуем, Турция следующая. Смысл какой? Смысл – это комбинированная история. Если раньше, например, есть там тема арабская весна, да, пронеслись революции, если там какие-то цветные революции, да, они тоже пронеслись. Украина тоже участвовала в этом процессе. Там, в Малой Азии или в Средней Азии пронеслись вот эти революции. Это технология. Она совершенствуется и уродуется до революции во время атак. То есть, давайте так, мы можем сказать, что между Израилем и Ираном война? Нет. Между Израилем и Ираном обмен ударами. То есть Израиль считает угрозой Иран, поднимает истребители, бомбит их объекты, нарывается на ответку. Показывает, говорит, смотрите, вступайтесь за нас. Американцы, скованные договором, вступаются за Израиль, пока риторически и функционально, технически там эти грузы перевозят и так далее. Дальше какой расчет? В Иране во время этого, но это должно, опять-таки, здесь есть лимит во времени определенный. И в силе, с которой вступается за вот эту страну, за Израиль, вступается Америка. Чтобы внутри там массы поднялись и сказали, да что ж это такое, нас тут вот, и снесли власть. То есть задача через военные действия сносить власть. Нечто похожее обсуждалось и в контексте планов по российско-украинскому противостоянию. Условно, одинаковые украинцы воюют с одинаковыми русскими,
массово там россияне, включая все зарубежные. То есть ситуация идентичная с Ираном. Смотрите, зарубежная оппозиция иранская, вот эти наследные принцы, вот эти шахи, да, то есть Пехлеви, они врубают всю машину по полной, выдают на гора обращение внутрь Ирана из-за границы и говорят: давайте, шатайте, можно, сносите. На фоне обменов ударами, и вот в Украине просто там еще сухопутные боевые действия, потому что это граничащие страны, нельзя сравнивать в этом отношении. Но тем не менее, начинается военная операция, и народ должен сносить своего руководителя. Моменты технологически похожи, но с Россией это все, опять-таки, на длинной дистанции, со стратегической глубиной не получилось. Вот надеются на Иран. И когда говорят, что Иран слабый, наверное, подразумевают в том числе и слабее России. Путин говорит, что боимся Третьей мировой, потому что у нас под боком, мы тоже в этом участвуем. Это все растет из одного корня. Это все часть одного большого плана. Потому что получится с Ираном, нечто подобное можно проводить в любых других странах с другими режимами. Да, например, вот мы должны уничтожить режим внутри этой страны ракетами. А народ говорит: мы не хотим ракетами, не хотим страдать, мы их сейчас сами снимем. Ну и, собственно, все. Поэтому идея механизма понятна. Насколько будет реализация. В Иране сегодня, кстати, получился обратный эффект, несмотря на то, что трубили последние там 3-4 суток, и вы тоже, наверное, видели об этих там волнениях, там сбежавших из тюрьмы, которые оказались сумасшедшими во время обстрела, просто побежали пациентами, каких-то вот очень таких группах, сразу всем вспомнили, что Иран неоднороден, там азербайджанцы, там перцы, там еще какие-то народности, все сразу, собственно, там вот, начинают там на религиозной и околорелигиозной почве играть, делать эту кассу глобалистам. Сегодня митинг в Иране прошел, устроили такую дорожку и постелили израильский флаг. Дети, видите, молодежь, старики. Народу было достаточно много. То есть сказать, что удаются протесты против режима, пока сложно. Но и тут играет на руку время уже Иран, потому что он выстоял в первую вот эту условную неделю, а дальше уже получается новая реальность. Какая? Реальность ракетная. Там удары, здесь уничтожают, там уничтожают. То, что убили всех переговорщиков, ничего страшного, переговорщиков не будет. Будет вот светская власть, министр иностранных дел, который четко, и сейчас президент и министр иностранных дел занимают позицию аятоллы. Вбить клин между светской и вот теократической властью уже не удалось. Еще один такой эпизод, примечательный, я считаю, это вот этот молодой человек. Он пришел на митинг в кастрюле. Над кастрюлей надпись, вот там дырочки проделаны, и вот, мол, смотрите, вот такой вот железный купол у Израиля. Сразу что-то знакомое повеяло из, символа свободы, символа украинской, свободы. В общем так, пахнуло немножко, что называется. Как будут развиваться события? Многим интересно, но вот эти все скачкообразные большие вещи возможны, условно, в первый месяц. То есть разогревание протестов, усиление ударов. Мы видим, что усиливать особо сейчас уже нечего. Но американцы свозят военные грузы в сторону Израиля. Какое решение примет Трамп? Непонятно. Левит вчера на пресс-конференции сказала, что у него есть 2 недели. Примерно через 2 недели он примет решение, будет США бить или не будет по Ирану. Я максимально уверен в том, что
Трампа вот на этих советах, которые сегодня начался, завтра, послезавтра, его будут отговаривать этого не делать. Ну, Трамп как бы такой вольная птица. Как он скажет, так и будут все-таки применять то или иное оружие. Насколько мощными будут удары по Ирану Соединенных Штатов Америки? Без разницы. Потому что уже сейчас получится, что это не просто там дерзкий Израиль, которого Иран может победить, а это как бы сверхдержава. То есть соперник круче Ирана, круче Израиля и Ирана, соответственно. Соответственно, здесь сработает опять-таки от противного украинский такой подход. Смотрите, мы маленькая Украина, какая огромная Россия, будем противостоять. И режиму аятоллы это лучше. Ну вот они просто еще больше зацементируют поддержку населения. Кто не поддерживает, будет объявлен маргиналами, брошен в тюрьму. У них система налажена 100%. Спасибо большое за цитату, что вся земля страна, все люди ее граждане. Пахаула, да, благодарю вас. То есть все понимают, что если ввяжется США, то тут уже по-другому себя будет вести Китай, по-другому себя будет вести Россия, соседние страны, там Пакистан и так далее. Но если будет крайний вариант, еще и США применит тактическое ядерное оружие, вот здесь уже начнется интересно. Откроется окно Эвертона, и все теперь будут бомбить тактикой. Если у кого есть, у кого нет, тоже будут бомбить. Кстати, об этом тоже говорили и спрашивали Путина на вот там, Питерском международном форуме. Но начнем с другого конца. Начнем с украинского конца. Значит, Зеленский, да, вчера в своем обращении видав очень интересну КВНовську в стилі конкурсу капітанів мисль. Я готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження. Значит, говорит, я готов и решение, но с теми, кто решение и полномочия имеет. Окей. В тому числі і з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на 3 терміни. Я готов с Путиным встречаться, даже несмотря на то, что он пересидел на 3 срока свои конституционные полномочия. Это вот, смотрите, это вот вчера, это же подмывало. Вчера вообще острый был день. Да? Появилась статья в Политико, где Ермака назвали главным объединителем и демократов, и республиканцев, потому что он всех достал. Все же... Очень мало освещалась эта поездка недельной давности Ермака в США. Ну так, встретился там брифинг с сенаторами, такое, там с Рубио сфотографировался и написал, что он с ним там ситуацию на фронте обсуждал. И это все берет Политико и вываливает в откровенную минусовку Ермака. Плюс вот эти непонятки, которые с Чернышовым, министром национального единства. В чем непонятки? В том, что он уехал, говорит, не вернусь. Звонит из Вены, говорит, тут моих соратников покрутила НАБУ, американские детективы, да, которые по НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро, которое создано по американской вертикали, так что, условно назначив своего руководителя, Зеленский, да, ничего не сможет, ничего не сможет сделать. У них свобода действий, у детективов, у них такая структура, у них так выписано. Все по закону. Ближайших товарищей еще там по газовым историям приняли у Чернышова. Говорит, он следующий, он говорит, я не поеду. А это очень такой ближний круг. То есть Ермака облили помоями политическими. Чернышов смывается. Правда, сегодня включили там тоже такой тупой, но антикриз. Там же в парламенте время ответов на вопросы министров. Приходит Шмыгаль, ему тут, понятно, задали этот вопрос, говорит, у него командировка до конца недели, вот типа посмотрим в понедельник, придет на работу или нет Чернышов. Но все уже в курсе, что придет вряд ли. Но там посмотрим, что за понедельник. Есть еще больничные, есть еще какие-то другие моменты и другие поводы. В общем, сейчас судорожно решают эти вопросы. И вот вчера на фоне этого надо было на ком-то вымести зло. Да? Вчера же Путин говорит, что мы готовы встречаться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не готовы.
И вот тут он вымещает. 3 срока. Проблема и разница в том, что на эти сроки Путина все-таки выбирали. Можно говорить, конечно, это были несправедливые выборы, и в России все против Путина. Можно. И, наверное, кто-то так и думает, кто-то в это искренне верит, что эти все цифры, 86, там, 80 с чем-то процентов, это все, конечно, дуто, это липа, там, по-настоящему невозможно. Да, вот, по-настоящему кто-то другой должен был бы выиграть. Но опять-таки, смотря кто другой, там, по последним выборам, по там, прошлым, позапрошлым. Короче, выборы как таковые были. Здесь нет. Так кто кого пересидел? І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Очень нужно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Многие сразу бросились на эту фразу вчера, и давай как бы, Зеленский, это когда? Это 20 какой там год? Там 7-й, там, да, вот это вот 6-й, 7-й, 9-й, там, да, вот это все. Сразу начали считать 20 января, когда там заканчивается срок Трампа. Ну, вот это 29-й год, 4 года, да, то есть вот эти все сразу начали, это ж сколько нам еще воевать, это что такое? Посыл очень понятен. Зеленский работает в той же схеме. Он пристегивает Трампа к этой войне. Он ему говорит, это вот надо закончить войну сейчас. Но опять-таки, как? Как это видит Зеленский? Да как обычно. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна. Слава Україні! Это обязательно. Слава Украине. Безопасность нужна, санкции нужны, в общем, все нужно. И очень рассчитывает он на Трампа. Это посыл Трампу. Мол, давай, Трамп. Трамп должен как бы вступить в это болото и по щиколотку, по колено, по, ну, то, что девушкам по пояс будет, да, вот он должен увязнуть в этом всем. Что говорит Путин на встрече с Зеленским не вчера, а сегодня? Я готов был тогда уже встречаться с действующей главой, с действующим главой режима и поставить точку. Нет, надо было приехать к господину Джонсону, точно уверен абсолютно, при поддержке действовавшей тогда администрации Байдена, и отговорить Украину подписывать достигнутые соглашения. Значит, это вот пересказ интервью Арахамии. Ну вот фактически. Приехал Джонсон, говорит, будем воевать. Но Путин говорит о 22-м годе. В 22-м годе я готов был приехать, встречаться. Но проблема-то в том, что тогда-то Зеленский был, при полномочиях в 22-м году. И тогда это была официально встреча двух признанных, да, друг другом президентов. Потому что Россия признала победу Зеленского на выборах, они встречались в 2019 году в рамках Нормандии, как тогда выражались. И в 2022 году вот эта вся история с Стамбулом первым должна была, как выяснилось, да, вот закончиться встречей и подписанием президентами. Сейчас что предлагает подписать Зеленский и что встретиться, остается загадкой. И попробовать добиться стратегического поражения России на поле боя. Вот они добились до того, что и новые территории оказались под нашим контролем. Российская армия наступает по всем направлениям, на все линии боевого соприкосновения каждый день. Вот смотрите, что они сделали. Ну и дальше там тоже фраза. И это, в принципе, понятно, что пошла Курская операция, а сейчас и Путин говорит, что, мол, люди добрые, то есть мы не хотим, конечно, суммы брать, но не исключаем такого варианта. Суммы, областной центр. Я помню, как с каждого утюга, с каждого там YouTube-канала, с каждых, скажем так, вот этих марафонных, их много там наплодили, рупоров, вещали, что, что это за война такая? Елки-палки, что там-то Россия может? Смотрите, нет никакого областного центра не захвачено. Даже областной центр ни один не захватили. В ходе, имеется в виду, операции. Имеется в виду с боями.
Херсон зашли, потом с Херсона ушли. С такими мощными боями и вооруженные силы Украины не выбили ни из одного областного центра. Ну так, вот суммы на пороге. Вот они как бы повоевали, навоевались. Ну, вернемся еще к фронту сегодня. Так чего хочет Путин? У него задают ему прямой вопрос. Ну, смотрите. То есть вы хотите, чтобы Украина капитулировала перед Российской Федерацией? Во-первых, эта ситуация не такая же, а принципиально другая. А во-вторых, мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле. Ну и тут аплодисменты как бы аудитории. То есть давайте понимать, то есть капитуляция, а есть признание реалий на земле. В чем разница? С точки зрения банковой разницы нет, потому что реалии на земле – это капитуляция. Но последние, год точно, может больше, наверное, уже больше полтора, эти реалии на земле меняются, если там как бы Курскую операцию взять в скобки в этот период, да, меняются в одну сторону, которое нужно признать. То есть признаешь сейчас или признаешь потом. Вот так строит это видение Путина. Он уверен, что армия наступает, все, есть продвижение. По картам так это и есть, так это и выглядит. Мы к ним вернемся. Но что может изменить ход? Да? То есть что-то же должно, такой, помните, game changer выражение. Раньше это там были хаймарсы, да, они себя действительно проявили, хаймарсы, американские ракеты, там атакмсы под хаймарсы, они вот летят, они там и кассетные, и не кассетные, в общем, точное по GPS-наведению, все замечательно. Потом нашли противоядие какое-то более-менее к хаймарсам, но они все равно оставаются эффективными, и хаймарсами бьют даже до сих пор. Хотя вот сколько отстреляют, да, говорят, что до конца года, собственно, вот предел вот этого американского оружия. Но а какие реалии на земле? Является ли признание реалий на земле капитуляцией? По украинскому всему законодательству и всему, чему только возможно, реалии на земле – это капитуляция, это работа на врага, это уголовные дела и так далее, и так далее. То есть реалия на земле – это ведь тоже момент, за который можно зацепиться, исключив претензии Российской Федерации на Херсон и Запорожье, областные центры. То есть по реалиям на земле мы смотрим, что это вот есть сейчас. Поэтому нужно договариваться. Но договариваться не с кем. Песков сегодня тоже, и вчера, и сегодня тоже рассказывал о том, что, мол, встреча Путина и Зеленского должна быть подготовлена и как бы финализировать этап переговоров. А переговорная группа не может ничего сказать, потому что Зеленский не дает ей директив решать по территориям и вот этим пресловутым реалиям на земле. Поэтому возникает вопрос, кто же тогда тормозит? Можете написать в комментариях, по-моему, это как бы немножко сложно, но очевидно. Так вот, геймчейнджер. Путину задают вопрос. А если Украина соберет грязную бомбу и жахнет по территории России? Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а, к сожалению, и для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. Собственно, вот такой ответ прозвучал. Понятное дело, что есть очень много горячих голов в Украине, которые на этот ответ, собственно, хотели бы, чтобы он произошел.
Стратеги били, нарушая доктрину ядерную, да. Ну, стратеги стратегами. А вот по поводу грязной бомбы у нас тут есть политолог Давыдюк высказывался, да и многие так высказываются, что может какую-то бомбу, а может там нам британцы дадут ядерную боеголовку какую-то, а мы пульнем. И если этот вопрос поднимается вот на вот таком программном уровне, да, вот на питерском форуме, то он муссируется, он есть. Этот вариант геймчейнджера есть на столе. И, ну, давайте, что тут греха таить. Дурное дело ведь не хитрое. В Украине есть ядерная станция. И вопрос только, насколько это будет шоу. Ну, вот, например, там, операция «Паутина» со стратегами – это шоу. Удары по Крымскому мосту – это тоже шоу. Марку можно сделать. А какую ты марку сделаешь, если шандарахнешь куда-нибудь там по Москве грязной бомбой с каким-то там условным заражением, которое там, ну, будут нейтрализовывать, ликвидироваться и так далее. То есть, может, и марку не успеешь выпустить. То есть, здесь нужна картинка для всего мира. Чужой флаг тоже вариант. Есть мастаки, специалисты, которые могут нечто подобное устроить под чужим флагом. Мол, смотрите, там, бахнули, или там сами россияне, или там еще кто-то. Поэтому очень опасно любое применение ядерного оружия, даже тактического в целях того, чтобы пробить бункер в Иране, американцами. Это пытаются разжевать, я уверен, аналитики Трампу. Ну, он сам это тоже понимает, что он тогда просто нажмет на гашетку и спустит спусковой крючок. По поводу Зеленского. Это вот вчерашнее было, да, вот такое объявление. Но сегодня у него тоже очень мощное, я бы сказал, самое мощное из таких вечерних обращений. Зеленский заявил, что объем международной поддержки Украины на этот год рекордный за все время полномасштабной войны. Съели рекордная помощь для Украины. Зеленский говорит, врать не будет. Эти все цифры не надо приводить в комментариях о том, что первый год войны, этот ленд-лиз, который не использовали при Байдене, там было 60 миллиардов, сейчас 40. И Зеленский сегодня делал заявление о том, что дайте нам 40 миллиардов в год, и мы тогда будем успешно противостоять Российской Федерации. То есть есть уже и прайс, и ценник этой войны. То есть все шагает семимильными шагами вперед, а ценник остается на уровне 40 миллиардов. Хотя все вспомнят, что было 60. Да, забудьте, какие 60. 40 нам надо. Это сегодняшнее заявление Зеленского. Значит, сообщил, что поручил расширить сотрудничество с партнерами ради инвестиций в отечественное производство вооружений. Переводя на человеческий язык, пускай вкладывают в заводы на территории Украины, дают деньги, а мы будем клепать дроны, снаряды и другую смертоносную железяку. По его словам, Украина готовит новую платформу для таких проектов, системная работа, это, мол, в которой уже участвуют многие страны. На следующей неделе ожидаются новые договоренности с союзниками по НАТО, в частности, инвестициям в технологии, беспилотники, артиллерийские боеприпасы. Союзники по НАТО еще до конца непонятно. Ну, Зеленский, наверное, 100% поедет, но в графике встреч на саммите НАТО нет встречи с Трампом. Поэтому эти союзники из многих стран это не Америка. Также заявил, что дроны-перехватчики. Ну, собственно, да, вот. Сейчас новая история дронов-перехватчиков, которые бьют шахеды. Есть даже видео, там показывали, как один дрон-перехватчик подбил один шахед, что является несомненно большим достижением, потому что это зафиксировано на камеры. Сибига заходит с другой стороны. Говорит, что Путину плевать на российских солдат, их оторванные ноги, он массовый убийца собственного народа. Глава МИД Сибига комментирует заявление Путина, отметив, что это откровенный цинизм, пренебрежение к мирным инициативам США. Парадигма «пристегни Трампа» продолжается. По словам дипломата, особенно на абсурдной стала фраза о ноге российского солдата. В этом же блоке интервью он говорит, что там, где нога российского солдата ступила, то это как бы уже наше. Ну, это он так как бы рассуждал, размышлял. Это про Суммы там звучало, про другие территории. Сибига подчеркнул, что куда бы ни ступала эта нога,
она несет только смерть, разрушение и страдания. При этом добавил, что он, Путину, совершенно безразлична судьба своих военных, положил 1 миллион солдат в бессмысленной кровавой мясорубке или 2 миллиона ног. Его риторика служит одному – отвлечь внимание от провала 25 лет у власти. Потужно! Слушайте, 25 лет у власти, провал, а это он отвлекает внимание ногой солдата. Напишите, провально или нет 25 лет у власти Путина. Ну вот на ваш взгляд в комментариях. Прям очень интересно это прочесть. Но, собственно, нога солдата, оторванные ноги. Тут сразу аллюзия на вот этот обмен тел, рассказ о том, что подсовывают российских солдат. Там стало уже мемом мурманских бомжей, еще кого-то. Вообще эти тела делят, раскладывают в разные мешки, считают одно тело за 2 или 3. То есть это вот в этом риторическом как бы угаре тут все мастерски. По сути, есть что ответить. Вот главный момент. Вот по сути, все-таки это министр иностранных дел. Ведь там есть претензии по сути. Реалии на земле, ну окей, реалии на земле. Вы не захватили там областной центр Запорожье, Херсон, переправа на другой берег. Давайте обсуждать, давайте с этих стартовых позиций. Ведь можно дипломатически обыграть в любую ситуацию себе в плюс, но этого не делает Украина. На что расчет, спросите? Ну так, все понятно. Расчет на то, что будет потужная перемога. Есть такой, знаете, это вот... На самом деле есть люди, они там звезды разной величины, которые воюют. Большинство, и вот просто тотальное большинство из них, они воюют, конечно, в тылах, они воюют где-то пристроены. Но есть те, которые действительно и пороху понюхали, и даже там в боевых действиях принимали участие. Реинкарнация Зеленского, такая зависть к Маслякову, о котором мы когда-то говорили с вами в шуме, реинкарнация КВН Зеленского «Лига смеха» отметилась тоже такими выдающимися комиками. Большинство из них, конечно, ездит, собирает туры, типа донаты на ЗСУ, но есть те, кто и послужил. Вот есть розовый у него фамилия, комик, смешной, и он пошел в 3-ю штурмовую. Кстати, в последнее время появляется статистика, что вот там самая распиаренная и самая такая вот черепашки-ниндзя, прям такие все, прям команда, там все у них, амуниция, свой рекрутинг, такие все модные. Но там, по-моему, французское телевидение посчитало, там был какой-то материал, могу ошибаться, телевидение или просто издание, что там, а большинство из, это 3-я штурмовая, кстати, то есть перемалывается на отдельных участках фронта, да, вот там, где они бывают, они тоже как бы перемалываются войной. Поэтому там такой модный рекрутинг, все такие довольные. Вот розовый комик пошел туда. Пошел и получил тяжелейшее ранение. Он сейчас в инвалидном кресле. Его долго там делали операции, там и контузия. В общем, ужас с ним что. Я помню, или показывал в шуме, или когда-то раньше, да, он там футбольный матч открывал во Львове, на коляске его вывезли, он там пытался пнуть этот футбольный мячик, полностью потерянный, отбитый, в прямом смысле слова, это не обидное слово, то есть, войной. Но он начал приходить в себя, какие-то там измены с женой или какие-то непонимания, короче, жена его бросила, и собственно, он теперь без жены. Хотя она за ним ухаживала, фотографии, селфи. И вот он как бы немножко пришел в чувство и решил поговорить с еще одним выходцем из Луганска, товарищем Петрова, Ивановым. Есть такой. Благодаря одному из блогеров к нему прицепилась, там, скажем так, прокурор «Мокрые штаны», такое прозвище, недословно. Но, тем не менее, вот они решили с ним поговорить вот о будущем, о войне. Это действительно популярный в Україні когда-то комік, розовий. Що він говорить? Знаю, що у мене який настрій. Тобто я на 1000% впевнений, що якщо не цей рік, цей точно ні, 26-й
Ну, типу, тобто всі вже впевнені в перемозі, типу. То есть все уверены в победе. Ну, то есть, ну, понятно, что его реабилитация проходит не зря, то есть он уже нормально как бы изъясняется. Ну, правда, через слово мат, поэтому, ну, это такое дело. То есть, ну, солдатское еще, плюс еще тяжело. Это все очень тяжело для человека. Говорит, все уверены в победе. То есть он достаточно долго проходит реабилитацию, его достаточно давно тяжело ранило, там ряд операций, он не ходячий, но все уверены. Ну, типу, може це по-байрактарськи, типу, звучить, але, блядь, ну, типу, по факту, якщо подивитись, типу, просто на їхні там бази зберігання техніки, на їхні там, типу, літаки, бля, які їх зараз підроз'їбують вже потрошечки. На, типу, те, якими темпами вони зараз, типу, сунуться. Значит, если посмотреть на базы хранения, если посмотреть на их самолеты, которые там разбиваются, если вот на все это посмотреть, Те, в якому стані у них економіка. это вообще последние дни вообще какая-то мантра про экономику, что сейчас экономика России рухнет, и все будет, и сразу все посыпется. Ну окей, ладно, то есть мне вот сегодня интересно было тоже новость в связке, да, американцы какие, в общем, утвердили американцы новые санкции против Ирана. Новые санкции против Ирана. Это как вот тоже звучит как новые санкции против России. То есть опять идет вот то же самое. Расчет на то, что там бедные люди обеднеют и будут свергать власть. Наоборот, бедные люди будут держаться вместе. В Украине власть от бедности никто не свергает. Сегодня очередной антирекорд в паре евро-гривна был побит исторический. Ну, в общем, летит в тартарары гривна, ну, как бы все равно, никто ж ничего не свергает. То есть экономики нет, просят 40 миллиардов на военщину, какие-то инвестиции, что-то еще. Ну, вот, никто не свергает. Но Россия это другое. Умом Россию не понять, поэтому все сейчас на эту экономику делают ставку. Это вот, знаете, как новый пакет с пакетами. Типу, просто, бля, от треба витерпіти там ще, блядь, якийсь там рік, півтора, два. І все, і ми роз'їбаємо рашку, блядь, типу, ну їбать. Смотри, как у нее загорелись глаза. Надо просто вытерпеть. Год, полтора, два, 2,5. Вон, Віктор Розовий. Треба потерпіти ще 2,5 года. И мы победим Россию. Ну, то есть, смотрите, причем я понимаю, что это, ну, человек пошел на войну, человек получил серьезное ранение, человек там пошел на войну, он там смел, он в боях принимал участие, прилетел снаряд, разорвался, там, контузия, осколки, человек инвалид сейчас, ну, из-за войны, то есть вот такая история. Но он говорит, надо потерпеть. Этот человек уже никогда не будет тем Витей Розовым на сцене Лиги Смеха, там, комиком и так далее. Он даже вот изъясняется, вы же видите, там серьезная травма головы была. Это больной человек. Плюс еще там со сложной судьбой и там личной жизнью. Он говорит, надо терпеть. То есть он может терпеть, а ты, мол, не можешь. Это такой посыл, понимаете? Только он уже будет терпеть в лучах софита, в былой славы, героического образа. Сейчас там тоже такие происходят эти все моменты. Ну, это я не стал, чтобы не перегружать эфир. Там вот ветераны без конечностей на мотоцикле. Это наша, короче, новая нормальность. Да, то есть, ребята, этим людям нужна помощь. Им надо помогать. Причем, ну, понятно, что нормально относиться, да, ну, помогать. Голову в порядок приводить, физическое состояние, фантомная боль. Это тяжелейшая история. Но вот ему дают микрофон, чтобы вот он так вот. Надо потерпеть 2,5 года. И загораются глаза. Мы победим Россию. Я не знаю, мне кажется, ну, вряд ли он пойдет, но ногами своими, ну, может,
может, все-таки как-то выходят, не знаю. Но мы победим Россию. То, як я на початку повномасштабки писав. Звучить, Рашці пізда. звучить як мрія. Звучит как мечта. Та ну, блядь, це ну, не то, що мріє, це, блядь, до цієї точки, блядь, там лишилось, блядь, ну, хуй. Ну, хай буде, блядь, 2,5, там, 3 роки. Ну, але можна потерпіти ще чуть-чуть. Можно потерпеть еще чуть-чуть. Ну, в его положении, конечно, 2,5-3 года это, наверное, чуть-чуть. То есть нужно потерпеть, чтобы победить Рашку. Это нам говорит вот бывший комик Розовый. Сколько таких будет, как он, сколько будет таких в земле, и вот этот Сибига, про ноги, да, про там, 1 миллион погибших российских солдат, то, что Генштаб украинский фигурирует эти цифры, да, и тебе они бравируют в своих речах. Сколько с украинской стороны будет, уже все равно. Ну, уже там этот свое отвоевал. Сибига тоже там, да, понятно, проводит те линии и нарративы для тех партнеров, которые остались. А партнеры же имеют свойство отваливаться. Штаты не дадут сказать, ну, не дадут соврать. И вы понимаете, и задача вот такая, потерпите. 2,5 года, что там, чуть-чуть. Зато Рашка. Больные люди. И вот медиа-ориентированность именно на этих людей, это вот, ну, понятно, что это понятно, в целях пропаганды, в целях, но это губит страну, губит ее перспективу, потому что о перспективах Украины нет речи. Здесь просто что-то должно произойти, вот сейчас она обрушится, и мы победим. Вот такая стратегия. О том, как, ну, собственно, побеждают Рашку, красноречиво свидетельствуют карты Deep State. Есть продвижение сегодня. Но это опять-таки карты Deep State, которые отстают. Есть продвижение сегодня и вот в Сумском направлении, да, конкретно вот возле Юнаковки оно зафиксировано. Да, вот Андреевка, которую как бы уже вернули, Андреевку, вытеснили буквально 2 дня назад. В сторону Кондратовки расширяется этот, скажем так, плацдарм. Ну и мы видим, да, вот эта серая зона, Юнаковка уже полностью под противником. Интересен другой момент. Аноним, спасибо большое. Ребята, поставьте лайк, подпишитесь на канал Александра. Спасибо за стрим, спасибо вам большое за то, что присоединяетесь и пользуетесь QR-кодом. Значит, самая такая горячая история сегодня произошла вот здесь, да, в районе Харьковской области, в районе Купянска. На картах Deep State у нас так и осталась Кондрашовка. Ну, вот этот вот вкрапление, да, то есть серая зона, и тут вроде как российские солдаты. Но в российских средствах массовой информации, там пабликах, фигурирует уже Московка. То есть произошел вот этот охват аж сюда. Аж вот такой. То есть Купянск сейчас видно невооруженным глазом с позиций Российской Федерации. Они там публиковали фотографии оттуда, что вот смотрите, там условно полюшка, посадочка, полюшка, вот он Купянск как на ладони. Ну, то есть уже есть такие, скажем так, кадры. Но они появятся позже. Понятное дело, в Deep State он начинает как бы отставать. Но зато была признана оккупация Шевченко первого. Вот здесь находится, в районе Мирнограда и так далее. Вообще на этом направлении тоже есть серьезные как бы такие броски. Вот в районе Карповки мы видим здесь Оскол, то есть с этой стороны подходит к Осколу. Так вот, ну, если для интереса, то это только по картам Deep State. Да, тут буквально там, понятно, 14 километров, но это уже обстреливаемая минометная зона.
Оскола. И Купянск как бы замыкают в какие-то такие вот клещи, да, потому что здесь отрезали, здесь логистика, и здесь будут, наверное, окружать. Посмотрим, насколько это быстрый процесс пойдет. Но если сумское направление, да, оно сегодня, ну так, выглядело, ну то, что блекло, есть продвижение, да, это продвижение Яблуневка, вот здесь Юнаковка, то Сумы всех поразили вот этим сообщением от тех же аналитиков Асинт Deep State. Это кадры сваленных в кучу зубов дракона. То есть прям их несколько, их фиксируют геолокационно. Вот мы видим здесь большие вот эти зубы дракона, большие кучи. Их достаточно много. И карту, где уже находится противник. То есть фактически россияне могут взять эти зубы дракона, они уже готовы, лежат в куче, и выставить на своих каких-то рубежах обороны на этом же направлении. Что далеко ходить, откуда-то везти, где-то переливать, где-то заливать, где-то изготавливать. Все на месте, все есть. Тема фортификаций стыдливо обходится многими, но хотя определенное высказывание есть по этому поводу. Можем послушать народного депутата, кстати, представителя Луганской области, избранного, по-моему, от Северодонецка. Вот он рассуждает по поводу фортификаций і проблем з цими фортифікаціями. Як такового стандарту, на жаль, ще немає. Чому немає? Тому що війна змінюється кожного місяця. І от коли ми спілкуємося, в тому числі з військовими і з інженерними підрозділами, ну, всі будують 24/7. На що скаржаться військові частини? Так, дійсно, їм надають фортифікації в непідготовленому вигляді, але це, ви знаєте, як ви, ну, я таку, мабуть, там цивільний приклад приведу, як коли ви купуєте там на первичному ринку там квартиру і повинні зробити ремонт. Тобто, значит, начались обсуждения. А что не так с фортификациями? Что не так? В 23-м году ходил президент вокруг Харькова, вокруг всего. Ходил, там, ему показывали крутые фортификации, говорили. А что вообще не так? Вот нам на понятном гражданском примере говорит народный депутат Украины. Говорит, с фортификациями это как вот с квартирой в новостройке. Ты пришел, вроде как стены есть, все нормально, но тебе там надо зонирование сделать, там, где-то туалет поставить, где-то там кухоньку соорудить, где-то спальню, где-то вот там балкончик обустроить, цветочки высадить. Все вот как вот. Поэтому, ну, должны. Поэтому солдаты и негодуют. Причем интересно, а что же они негодуют? Вот для меня остается загадкой. Тоже читал эту аналитику сегодня, готовясь к шуму. Что не так с фортификацией? Мне говорят, солдаты приезжают и не могут там находиться. Ну, не могут. Им надо туда вкладывать еще силы, средства. Иногда на это просто нет времени. Потому что противник идет вперед, а они приезжают, солдаты. Поэтому там нужны вот эти даже такие тупые сборы на проволоку, там кусачики, дрель, там какую-то вот такую утварь, да, которая, ну, обычную, полубытовую, не говоря там, что военную. Они не могут использовать окоп. И продолжение идет. А когда в этот окоп попадает российский солдат, его оттуда не вытравишь. Получается, если он не вытравливается, логично, что а ему там нормально. А украинцу что ненормально? То есть вот такая дилемма. И никто на этот вопрос не отвечает. Ну ладно, послушаем мега разумный, так сказать, аналітичний підход. ми розуміємо, що стіни є, підлога є, а решти немає. Тобто забезпечення, в принципі, там, де буде стояти генератор і забезпечення, там, якась там позиція там, для дронарів. І, в принципі, це доробляють наші військові. І в кожній військовій частині є інженерний підрозділ. Дуже
велика прогалина, нема грошового забезпечення напряму направлено на військові частини. Ми бачимо, що Кабмін кожного місяця направляє там дуже великі гроші на будівництво фрикційних споруд, і ці гроші якось там тендеряться там через прозоро чи через прямі контракти, це треба перевіряти. Але і в принципі фортифікація якби будується, але не доробляється там умовно, якщо взяти там в відсотках готовності, то скоріше там на 85%, да? Значит, 85% они делают, а 15% надо наделывать солдатам, военным. Они приходят, а там еще как бы работы, нормально, а им бы повоевать, а тут работать надо над ним. И вопрос в деньгах. То есть правительство выделяет деньги, они делают на 85%, говорят, готово. Приходят солдаты, говорят, 15 надо делать, вот тут то, тут то, тут то. Говорит, на это денег нет. Что делать? А якраз то, що потрібно військовим, які і в принципі повинні, і для них це ж будується, вони там будуть перебувати. Їм далі за власний кошт, де інколи якраз військові скидуються, щоб облаштувати ці там ВОПи, СПшки, КСПшки. Они приходят, смотрят и скидываются. Скидываются, что там, нам же тут воевать. Нормально, скинулись там и давай там доделывать за теми, кто сделал. По-іншому, ще раз хотів підкреслити, стандартів я зараз не бачу. Військові завжди скидують якісь там постійне відео, коли їх фортифікацію розбирають кабом. Проти каба, на жаль, нема лома, відверто кажучи. Зараз використовують нові бетонні споруди, вони, я би так сказав, наприклад, Тетріс, як конструктор збираються, дуже швидко привозять, це зберігає життя, це врятує, в принципі, коли вони зриваються на 3 метри і глибше від кабів. Зараз це ми не можемо повністю, але там була лінія оборони. Зараз у нас йде маневрена оборона. Ми не маємо можливості 2000 кілометрів забетонувати, тому що просто ворог буде нищити цю будівельну техніку. Тому дуже важливо, якраз ми і, в принципі, той стандарт, який зараз я бачу у вас в крайній раз, це вже такий конструктор бетонний, який використовується. І, як наголошують наші військові, він якраз рятує життя. Значит, получается, что линии обороны нет. Это проистекает из его этого ответа, который мы так долго и нудно слушали. Линии обороны нет. Строится какими-то такими точечными укрепрайонами, оборона маневренная. Надо что-то быстро построить. Привезли 2 каких-то коробки бетонных вылитых, засунули, чтобы туда можно тупо туда спрятаться. То есть, а если у тебя нет этих линий обороны, ты не можешь залить бетоном, условно, там линию большую, фронта, то, простите, маневренная оборона как в формате к этому и приводит. 2-я, 3-я, 4-я были уже, скажем так, рассуждения, что там, где с момента 23-го года, где в Сумскую область приезжал Зеленский, ему показывали, как все хорошо, это уже как бы 4-я должна быть линия, по этим всем делам военным. А этого нет. Нет возможности. Ни возможности физической нет, потому что сразу летит по этим эскаваторам и этим бетонным укреплениям кабы. И все. То есть, а деньги где? А зубы дракона чего лежат? Тоже денег нет? Или как? Деньги выделили, производитель произвел, они их свалили и сидят, ждут, пока военные придут и покажут, куда расставить. А там уже русские, россияне уже на этих зубах дракона фотографируются. Вот такая вот фортификация. Почему-то вспомнился мне этот мужчина по поводу этих фортификаций. Он еще так по-божески, на яйцах по 17, на каких-то продуктах, на каких-то там сырах, я помню, этих с плесенью и всяких там других моментах мутил. Сейчас он курс объявил. Искусство переговоров. Алексей Резников, экс-министр обороны, который там,
оскандалился с теми яйцами. Будет говорить об искусстве переговоров, а еще раскрывает секреты. 7, 9, 11, 14, 16 июля. Приходите там на Гузара 1. Ключевые теоретические основоположные вещи. Искусство переговоров с реальными кейсами юридической и международной практики. Ну, он сам по себе юрист, поэтому вот переговоры, юридическая практика. И биопсихологические механизмы, которые формируют поведение сторон во время переговоров. Психологические механизмы. То есть... Ой, господи. Биопсихологические механизмы. Если хотите изучить, пожалуйста. У него все хорошо. Он ездит за границу, приезжает назад, курсы, вот лекции читает. Биопсихологические механизмы. Это значит, садитесь друг напротив друга, сидите долго. Уже задница болит, уже в туалет хочется. Но ты этот момент используешь, цепляешь в моменте своих переговоров. А? Какой переговорщик талантливый? Но он же был на первом Стамбуле. Помните? И в делегации, которая в Беларусь летала тогда на вертолетах. Нормально, есть что поделиться. Ах, вот так вот, фортификация, яйца. Вместе с этим продолжаются ужасы и кошмары мобилизации по-украински. Значит, эти кадры из Харькова, они очень серьезно нашумевшая история. Сегодня прям они все говорят. Это скорая помощь оказывает первую медицинскую помощь человеку, который выпрыгнул с 3-го этажа ТЦК. Ну вот взял и выпрыгнул. Ну вот такой человек. А что произошло? Нам все объяснил Харьковский ОТЦК и СП. Значит, в одном из районных ТЦК ночью военнообязанный во время попытки убежать, как-то неосторожности во время, выпал из окна 3-го этажа административного здания. Вследствие падения гражданин получил телесное повреждение конечностей, ребер и головы. Ему сразу вызвали скорую помощь, и они оперативно его отправили в больницу, всю помощь оказали. По результатам проверки установлено, что со стороны представителей ТЦК никаких противоправных действий по поводу этого человека никто ничего не совершал. Инцидент случился исключительно из-за того, что он неосторожный, безрассудный. В общем, человека, который, уклоняясь от исполнения военной обязанности, в общем, рискнул своей жизнью и здоровьем. Ну и призывают всех проверять информацию, не искривлять, не манипулировать. Вот такое сообщение. Класс! Ну вот бывает же такое. Ночью, 3-й этаж, решил рискнуть, уклоняюсь. Что там, как там было? Вот люди вот увидели кадры, почитали, все хорошо, потужно. То, что этот человек не только сам выпрыгнул из окна, поломал там себе ребра и так далее, а то, что ТЦКшники лупили его адвоката и сломали ногу адвокату, конечно, в ТЦК не написали. Об этом мы узнаем из сообщения Совета адвокатов Харьковской области. Значит, они тут просто пыточные, произвол, поломанная нога, избиение, госпитализация адвоката во время того, как он помогал подзащитному. 19 числа в помещении ВЛК, куда несколько человек доставил бус Красноградского ТЦК, случилась трагедия. Мужчину, которого исключили с учета, пытались насильственно мобилизовать. И это несмотря на нарушение закона. Адвокат прибыл, чтобы помочь клиенту и как бы немножко, обрубить вот этот виток несправедливости.
Значит, они его начали бить. Ну, сначала как бы угрожали, потом осуждали, потом побили, поломали ногу. Попал в больницу адвокат. После этого сотрудники ТЦК продолжали издевательства над тем человеком, которого сняли с учета. Били, прессовали более 16 часов подряд. Не выдержав, человек выбросился из окна. Это не одинокий случай. Безнаказанность, произвол в системе приводят к этим трагедиям. Попытки самоубийства в стенах ТЦК становятся новой нормой. Это не просто нарушение закона, это система пыток и унижений, которая уничтожает людей, да, и доверие к закону. Ну и в подкрепление, это уже фотография из кареты скорой помощи этого адвоката, который пытался помочь своему подзащитнику. То есть адвокат прибыл на ВЛК, говорит, он снят с учета. Нет, по состоянию здоровья. Его 3 суток, он 16 часов, это с момента, уже после того, как поиздевались над адвокатом. 3 суток по сообщениям мариновали этого человека. Мы знаем, как это делается. Берут твой военный билет, где у тебя там снято все, рвут его, выписывают тебе новый, где ты годен, здоров, свеж, не имеешь права на отсрочку. Вот ВЛК, которая все подтверждает. Вперед. 3 суток маринуют, и, конечно, человека, получается, довели до самоубийства. Он выбросился из окна. Какие разные сообщения. Ну, дай бог, конечно, здоровья адвокату, но это уже просто какой-то дикий позор. Причем все говорят, ладно, там Красногорский, там где-то Харьковская область, Харьков, там, ну, Харьков вообще лютые какие-то эти ТЦКшники особой масти. Но в Киеве это спокойно, смотрите, пляжи, все вот ходят, сейчас немножко похолодало там, но тем не менее. То есть народ, мужиков куча. Нет, все нормально и в Киеве. Вот, пожалуйста. Подивіться, блядь, що робить. Помогите! Помогите! Наберите, пожалуйста, маму. Значит, мужика на левом берегу поймали, скрутили, ну там, говорят, помогите, маму наберите, пожалуйста. Да, конечно. Значит, пришли люди, да, то есть он кричит также, помогите, позовите маму, этот мужчина. Ну, мужчина таких средних лет, там непонятно сколько ему лет. Эти как бы собрались, а люди, вот, значит, киевляне, они как-то мнутся, да, вот вокруг этого всего. Ну, что делать, да? Этот не своим голосом кричит, да сообщите кому-то, давайте полицию. Без полиции история. Сил уже нету, крутят! Не знімайте військових, будь ласка. Що військовий? Ти військовий? Я форму, військовий. блядь, Не снимайте военного. Ты что, военный? Да, я военный. Яке поранення? Де поранення, блядь? Покажи поранення, блядь. Покажи. Значит, начали приходить люди. Мужчины, женщины, там, как, что вообще происходит, что вы делаете, где полиция, как вы себя ведете. Да, говорит, мы военные, у нас там, у меня ранение. Говорит, какое ранение? Люди не верят в эту всю историю. Какое ранение? Где? Покажи свое ранение. Дивіться на цього. Ви ж, блядь, Тому що ми на звільнені. Україні. Ти чого не йдеш? Ну, значит, что произошло в момент вот этого всего, там, женщины начали, он, в общем, драпанул. Драпанул как мог быстро, ну, по информации именно с этого места, с этой локации, все-таки его там в синем квартале эти догнали. То есть догнали, запаковали, отправили. То есть маме никто не позвонил, эти люди постояли там, поругались с военкомами, ничего, собственно, не произошло. Но здесь очень похожая история, как с вот этой фортификацией. Очень похожая история. Потому что
Военные тоже высказывают недоумение вообще, что происходит. Вот эту фразу там, вы военный, я военный. И я публиковал у себя в телеграм-канале, рассказывал там посты такие, там, я военный, да, я сейчас в ТЦК, нам нужна кровь свежая, вот мы люди, мы все равно, я там и там воевал, у меня такие награды, ранения там и так далее. Военные. Ну, хорошо. Так военные, те, которые в учебках, те, которые в частях, они не знают, что с этим делать, с последствиями этого всего. Очень интересний, скажімо так, матеріал на Радіо Свобода вийшов по цьому поводу. Нові люди, які приходять, бояться, вони налякані. Я бачу, як хлопці приходять з ТЦК і переконані, що до них так само будуть тут жахливо ставитись. Мені жаліються вже командири різні, що їм не подобається така поведінка ТЦК, бо командир мене прямо питає, один із, не мій безпосередньо, а один із, питається мене, а що думає ТЦК, коли таким чином мобілізує людей? Значит, немножко командиры в шоке, потому что прибывает пополнение. Они боятся, что тут в частях или там в учебке или в частях вот такой же концлагерь, как и в ТЦК. А командир говорит, подождите, чем они руководствуются, что вот таким образом мобилизуют людей? Что делать? А люди думают, что у них сейчас тоже будут избивать, забирать мобильные телефоны, і уніжать. Чи вони думають, що ми теж їх будемо закривати на ключ і забирати в них телефони? Ну, бо не будемо. Чи вони, а як ми маємо відправляти їх на поле бою, якщо ми їх тримаємо закритими дверима і з відібраним телефоном? Тобто командир говорить, солдат приходить, ТЦК – це вхідні ворота, це обличчя армії. Солдат ніколи армію не бачив, людина мобілізована. Перше, що побачила, це ось таке відношення, і вона думає, таке відношення буде далі, починає тікати. Мій командир вже говорить, що я іноді з ними просто розмовляю, що я не буду так себе вести. У мене вже є на телефоні. Ему не верят. То есть командир приходит пополнение, говорит, я не буду тебя ломать, там, забирать, издеваться, не буду. Ты уже попал, давай. А ему не верят, убегают. После вот такого приема в ТЦК нежного, оттуда драпака дают. Цілий колаж фотографій, де військові на машинах пишуть не ТЦК, на сумках військових пишуть не ТЦК. Скрізь, де тільки можуть, чіпляють вони ці бейли не ТЦК. І це жахливо, тому що це ознака того, що ці вхідні ворота погано працюють. Це обличчя армії, з яким стикається перший раз солдат, працює погано. Якщо самі солдати, самі військові намагаються від цього, як деякі говорять, я приходжу додому і я скидаю форму, щоб мене випадково не сплутали з ТЦК. Тобто існує вже якась така антикультура. Антикультура. ТЦК породила антикультуру у военных. И поэтому это очень интересный момент, да, когда спрашивают, ты же военный. Да какой ты военный? ЦКшник. Уже прошло это, этот подраздел прошел. Но так думают не все. Вот, например, Лощеный. Вот вы заметьте. То есть, да, вот Радио Свобода включила там военного, который там командир, который там, да, вот он рассуждает на эту тему, о других командирах рассказывает. Тут студия. Нацкорпусовец, да, азовец, Жорин, красивый. Вот просто сравните вот этого предыдущего спикера, солдата, который рассказывает, пытается донести, что вообще это проблема, входные ворота в армию, человек никогда не был в армии, его скрутили, он думает, что так и будет и дальше. То есть, а командиру надо на это время тратить, там вот это все рассказывать, что тут не так, это не концлагерь у тебя здесь, в военной части, там, служить, вот это вот, короче. Вот сравните этого человека и Жорина, которому жаль ухилянтів. Мені дуже шкода людей, які досі вважають, що вони зможуть втекти від війни. Не зможуть. Слушайте, вот классно. Смотрите, гляньте как. Тут этот фонарик светит, да, вот эта шторочка красивая, вот это растение, растение на лице, там, гладкая, как, не знаю, как там коленка, да, вот эта голова выбрита, все красиво, вот это все подсвечено.
Говорит, жалко уклонистов мне. Жалко. Они думают, что они не смогут избежать войны. Ну все, не зможуть, такого не вийде. Наші реалії інші. Наші реалії сьогодні це війна. Я, якщо чесно, не зовсім розумію, ну точніше не те, що не зовсім, а зовсім не розумію тих чоловіків, які досі не стали на військовий облік. Не понимает он мужчин, которые не на воинском учете. Ну, не понимает. Це, м'яко кажучи, тупо. Я вже не кажу там про якусь там власну гідність і як з цим жити, але сам факт. Справа в тому, що якби ми мали нормальний на сьогоднішній день військовий облік військовозобов'язаних чоловічого населення, то ми б взагалі були позбавлені ось цього процесу відловлювання, пошуку, там ще чогось. Ми самі винні в тій ситуації, яка зараз склалася. То есть, мы виноваты сами. Это очень классный нарратив. Это потрясающая история. Это применимо всегда, во все века. Вроде технологии идут вперед, вроде бы там мысль должна уходить вперед. Искусственный интеллект, он, смотрите, какие вещи делает. И в вооружении, и в армии применяется. Но мысль остается той же. Мы сами виноваты. Сами виноваты сами. Это вот что-то подобное, ну, тоже гуляло в интернете. Сегодня Пашинян приехал к Эрдогану. Тут его встретил в Стамбуле, такой официальный визит. Вообще, конечно, уникальная история, очень такая, ну, не вражда, там армянский народ, турецкий народ. В принципе, такая история, ну, ужас, да, там кавказцы, да, ну, там, кавказский армянский народ, да, вот турецкий народ, это, конечно, там подоплека страшная, но это вот прошло. И вот Пашинян, там, выступая на трибуне, говорил, что это не мы проиграли войну, это не мы проиграли Карабах. А здесь вот тоже такая история. Ну, тут как бы наоборот, с другим знаком, да, то есть виноват кто-то другой, мы победили, мы сохранили государственность, говорит Пашинян. А этот говорит, мы сами виноваты, что ты сам виноват, что с тобой так поступают. Вообще не, что ты не стал на учет. У нас проблемы, это сами виноваты. Виноваты сами. То есть то, что тебе забрызгивают, это не могу показать на YouTube, а то там, знаете, тебя крутят менты за то, что там увидели у тебя галочка не стоит в этом списке. Тебе забрызгивают глаза, крутят. Женщин этих толкают. Они там толкаются с этими полицейскими. Дерутся, понимаете. Сегодня вот там Килия, да, есть такой населенный пункт Одесской области. Там вообще напали, тоже так интересно, сообщение официальное ТЦК. Значит, напали с ножом группа мужчин на группу оповещения. С холодным оружием, на секундочку. Там кого-то там ранили, там что-то побили. Почему напали? Потому что группа оповещения подошла к ним, типа, документы проверить. Но мы же понимаем, о чем речь. То есть это уже находится противодействие. Но ты сам в этом виноват. Это как, ну вот современное то, что в голове, вот этой, в том числе и в этой лысой голове, которая на экране, оно рождалось с реклам 90-х. Там, ты достоин этого. Помните вот такие, ну, примерно близко к тексту. Там удовольствие, которого ты достоин. И все так, о, я достоин, там, Рафаэлку какую-то съесть, или я не помню, какая-то там, или что-то рекламировалось. То есть ты достоин этого. Вбили в голову, что ты этого достоин, а никто не задается вопросом, а что это я достоин? Ну, а почему я достоин, другой не достоин? А в чем вопрос? А ты не хочу я это, например? Или, там, допустим, я не люблю кокосы, да, там, кокосовая, если там конфета. То есть никто не задает вопроса против таких нарративов. И тут сами виноваты. Ну и ты вот это вот все, мы сами виноваты. То есть не ТЦКшники виноваты, что они быки, что они доводят людей до самоубийств, что они крутят, бьют, унижают. Солдаты, которые нормальные на фронте, им привозят это, они должны там психологическую реабилитацию проводить, что все нормально, телефон у тебя будет, будешь там служить, или там на передовую, или не на передовую, или какие-то обеспечения, все хорошо. А они все равно бегут после этого. Это мы сами виноваты.
Як тільки всі чоловіки стануть на нормальний військовий облік, ми взагалі будемо позбавлені від цього процесу, коли когось бігають, шукають і ловлять. Тому що ми зможемо просто в армію набирати безпосередньо тих і стільки, скільки потрібно на даний момент. Тому от ця деформована, да, така деформована уява, що можна буде втікти, десь перечекати, та не можна буде. Нельзя будет убежать, переждать. Ничего нельзя будет. Но ладно там. Отдельно менты крутят. Ну, вроде как и сопротивление полиции, вроде же как-то... Ну, хотя они уже тоже борзеют по полной. Они применяют силу вообще неадекватную. Ну, то есть там сопротивлению и так далее. Отдельно ТЦКшники. Вместе менты и ТЦКшники ловят. Все ловят. Класс. Но в Запорожье сегодня произошел случай, что вообще какие-то волонтеры ТЦК крутили мужика. Что вы делаете, блин? Что вы делаете? Нет у меня в роте. Кричит он: нет у меня в роде. Это Запорожье. Прифронтовой город. Сколько там, 20 километров или 30 считали по карте, да, до Запорожья от линии фронта. Ну, не 20, 30, наверное, да. То есть, он говорит, нет меня в розыске. А это вообще не пойми кто. Покажите, что я в розыске. Меня нет в розыске. Боже, как вам не стыдно, а? Что вы делаете? Ты что? Так пусти ты его ради Бога. А тут нет. Ну, там пришел мужик покрупнее, может, таки разняли. То есть уже просто. Тебя могут просто запаковать левые люди. Но зато всем смешно. У всех юмор. Сами ж виноваты. Сами виноваты в унижениях. Сами виноваты в бесправии, в беззаконии. Все сами. Вот всем смешно. В Ужгороде, как это, молодой человек пригласил девушку в кафе. Бабушка. Джентльмены удачи сразу вспоминаются. Когда они переодевались. Там, а как тебя зовут? Петя, ну и дура. Ну вот это, да, помните? То есть в кафе, вот, пожалуйста, переоделся там. Это сам виноват. Ну, к нему девушка приходит, она садится. Ну, все. И вот общается девушка с бабушкой. Доводят до вот такого идиотизма. Я еще не удивлюсь, если, ну, это нет информации, но я не удивлюсь, если еще какой-то там переселенец с востока, там, с юго-востока. Потому что там особо крепят тех, кто туда уехал подальше. Ну, то есть, вы же видите, что людей, ну, из людей делают вообще не пойми что. И всем весело. А, смотрите, ха-ха-ха, маскировка от ТЦК. Вот. Так ему приходится это делать. Он девочку позвал кофе налить, чтоб ей там. Вот этот, как это там, эти все, раф на миндальном, да, или хотя бы там латешечку какую-то ей заказать. Что там у нее было. Да, вот это он там переоделся. И вот тут сидит, не отсвечивает. Потому что знают, что те ходят, а нет веры, что кто-то вступится. Хоть и вступаются чаще уже, но веры нет, что вступятся. Поэтому вот приходится вот таким образом изгаляться. Ширли-мырли такие играть. Но зато всем весело. Мемчики. Всем весело. Ну, типа там вот мемчик, документы.
Где там твое ВЛК? Та дома лежит. А что там написано в ВЛК? Та годен. Ну выходи из машины. І що, яке Да. там висновок? Передати? Ну тоді виходь з машини. Ідеальний подарунок твоєму другу на 25 років. Значит, идеальный подарок твоему другу на 25 лет. Там уберу звучок, музычка, чтобы YouTube не плевался. То есть, рамочка, с другой стороны написано повестка, ну такая, в шутливой форме. 1049 гривен. Бусик, белый бусик, ну этот Hot Wheels, да, то есть, ну, качественная машинка имеется в виду, в виде микроавтобуса. Ну вот, ну так вот. Класс! Мемчики, подарок. Тебе исполнилось 25, вот тебе. Шуточная повесточка, фотография военкома, который там кого-то тянет. Всем весело. Понимаете? Веселье. Такая достаточно грустная, если честно, ситуация. Но всех веселит. Креатив. Бизнес опять-таки прет. Смотри, классный креативный подарок. Твоему другу 25, вот, пожалуйста, продай. Хочешь костюм бабушки? Или вот эти маски продают старого человека. Тоже такая же история. И в этом всем Сибига, вот это вот 1 миллион погибших, Россия, там нога, там 2 ноги, там 2 миллиона ног, вот это все классно. И это все накаляется на фоне там того, чтобы сорвать Стамбул. Ну, чтобы Стамбул, да, Стамбула не было. Сегодня в рамках Стамбула прошел 6-й этап обмена украинцев на россиян. Ну вот, собственно, кадры оттуда. Слава Україні! Парадокс. Смерть врагам кричат не так громко, как героям слава. Не знаю почему. Может, разучились, может, еще что-то. Долго они. Эти пленные, которых обменяли сегодня, они 2 года находились в заточении у противника. Об этом Зеленский отрапортовал. Очень разошлась история, ну, уже мужчины в возрасте такого, да, ну, деда, у которого 31-летний сын воюет сейчас. И вот он весь плен сидел, переживал о том, жив ли его сын. И этот звонок состоялся. Я всіх вас люблю. Важко, важко дуже. Ти що в мене син, капітан воєнний, служить. Блін, воює, я 3 роки за його молився. І все, блін. Це радість, це я не представляю. Це... Ну, в Київ ви Слава Богу. не встигнете, тому Господь скоріш змилуйся. за все, що вам не потрібно, О, не те, що скоріш я за вже все, вам не думаю, що- потрібно їхати сюди. Що діти мої живі, сини мої живі. І Дайте, той будь воєнний, ласка, той. час на те, Ну, в общем, это вот эти вот эмоции абсолютно чистые, человеческие, потому что отец и сын воевал, отец попал в плен, 2 года был в плену, и вот он смог набрать своего сына, который жив за это все время, потому что время идет, бои идут, сын выжил. Есть шанс, что они встретятся, его как бы отлегло у него от сердца, что... А он все это время, это ж, ну, понятно, это же российский, ну, как бы плен, да, то есть там не свяжешься, ты сын живой, не живой. Он все это время не знал, молился за него. То есть такая очень трогательная история. Но подтекст ее очень такой своеобразный. Потому что дальше ждет вот этих обмененных солдат? Очень многие спрашивают. Кто-то говорит о том, что реабилитация, там иногда попадают палаты, в каких условиях проходит эта реабилитация. Понятное дело, есть там элементы, ну это не фильтрация, как бы давайте так, отработки СБУ, да, чтобы не завербованные были после такого долгого пребывания у россиян люди. Ну это все такие детали, они так обычно о них не говорят. Как не говорят о том, что в принципе, да, как человек будет жить. Но есть те, кто делится в социальных сетях, сразу вернувшиеся из плена. Бюрократия, говорят, космического масштаба. Пацани, хто вернувся з плена,
з Росії, попав в Україну, з вами прийдеться ще сопнутися з ногами з бюрократією. Так як я, ось дивіться, поломаний весь, 4 місяці вже на свободі, не можу від батальйона Чугуєві добитися якихось виплат. Значит, у него денег нет. У мужчины нет денег. Он вернулся с плена. У него батальон в Чугуеве, Харьковская область. Говорит, не могу добиться никаких выплат, ничего. То есть бюрократия, ужас. К адвокатам пошел. Ну, те ему помогают. Понятно, что там есть адвокаты, которые бесплатно это делают. І 3 місяці валявся в Вінниці, ставили титани, ліва рука поломана. І 4 місяці вже я воюю з батальйоном своїм. Денег нема ніяких, абсолютно. Тобто зараз наняв в Києві адвокатську групу, працюють за мною вони. Зараз іду відправляю ось на нову пошту договор з ними. І які постараються мені добитися моїх денег. За ті, що я 3 роки сидів там, коротше. Отака, ребята, несправедливість. Ви там дуже, там тільки що приїхав в Україну, дуже там руки не розставляйте. Сразу запарки всіх командирів своїх, тому що будуть багато вам що розказувати, не в штаті будете стояти, в общем. Значит, будут командиры рассказывать много, вас вне штат вынесут. Сразу приехали, там, не расслабляйтесь. Вот 7 месяцев добивается. Там 3 реабилитация, там пластины, переломы, вот это все вылечили. И за это все время он денег не получает. Ну и поэтому добивается справедливости от своего командира, от своего батальона. Вот какой путь неистовой борьбы проходят те люди, которых встречают, окутывают во флаги, дают позвонить. А потом их судьба, ну, мало кому интересна. Причем речь идет о таких, ну, там, и понятно, что молодые хлопцы, те, которые плюс-минус, ну, не сильно имеется в виду, подорвали здоровье в этом плену, которых меняли, вот, ну, молодежь, да, когда вот первые были этапы обмена. Ну, понятное дело, могут себе что-то. А вот этим куда идти, да, мужикам, которых как бы и армия не отпускает, и денег у них нет. Из плена вернулся. Батл, щоб ребята не ломали. Так що соберіться, заберуйтеся, нанімайте зразу адвокатів і працюйте. Тому що бабки командири при карману, а тепер треба виплачувати, не хочуть. Будуть себе робити предателя, будуть поліграфи будете проходити. Будуть читати поліграф. Полиграф рассказывает. Вот его ждет полиграф обязательно. В Харкові треба отримати постановку закриття кримінальне провадження. Коротше, діло багато, хлопці. Слава Україні! Героям слава! Вот такая слава Украине, вот таким героям слава. Ну, такая слава имеется в виду. Параллельно с этим происходит, ну, некий какой лютый маразм, идиотизм, я бы даже сказал, в таких тыловых кругах. У людей сносит крышу. Вот прям откровенно сносит. Значит, ну, сегодня там мама Верки Сердючки. Ну, где-то я слышал, не знаю, там это, может, там как так преподнесли. В общем, романтические, не только творческие, а романтические отношения у Данилка с Инной Белоконь. Это мама Верки Сердючки по образу, да? Ну, я могу ошибаться. Поправьте меня в комментариях, если нет. Но вроде были когда-то такие сообщения, что у них такие очень близкая дружба, такая, может, платоническая любовь, речь о ней шла. Но они постоянно вместе, в общем. Мама Верки Сердючки, Верка Сердючка, Андрей Данилко. Вот она пишет, что у каждого есть свое мнение, но я на стороне ума. Мы битые-перебитые, пережили все, этих переживем, обожаю умных и адекватных. На Сердючку травлю устроили, представляете? На Сердючку. За то, что спела она российские песни в Киеве, все гуляли, отрывались, а потом нашлись те вот эти какие-то ультрапатриоты, они там записывали все, там хейтили, как так, как ты по-русски вообще можешь что-то говорить. Ну, вот в таком духе. Понимаете, какая тут тоже двоякая история? С одной стороны, да,
ну, система, она так и устроена. Когда, например, там Павел Щелин у меня в эфирах говорит, что модель так работает, что будут все равно искать виноватых. Ну вот там, за что-нибудь. Русский язык, ну, его не убрать из Украины. Ну, не знаю, наверное, очень долго. Или там территориально должно. Даже если останется условно 3 западноукраинской, чисто по-русски, по-украински говорящих областей, они тоже начнут себя сжирать, потому что система так заточена, в этом мысль. И вот система начинает жрать. Ну и взяли и сожрали вот Данилка. Но они отбиваются. И вот это тоже там поддерживается образ жертвы, поддерживается образ человека, который виновен. Но если здраво посмотреть, как бы при Зеленском у Данилка все хорошо. И, ну, понятно, там не служит, понятно, что там выступает, понятно, что это там звезда мирового уровня, никто не спорит. Однако это тоже есть своя такая расплата. Расплата за то, как не замечают горе людей. Вот эти небожители, звезды. То есть они не видят. Они не выступают против травли там, за русский язык. Ну, по признаку русского языка. Они не выступают против издевательств ТЦК, бусификации, нарушений прав людей, гонения на церковь, преследования по надуманным делам. Сегодня же он тоже там известного спортивного журналиста задержали. СБУ. Причем он на Униан работал, там у него спортивный журналист, обозреватель. Да, такой. Инкриминирует, что он в пабликах писал о том, что он там Киев надо разбомбить. Ну, такое какое-то. Ну, он там в клубе. И приводят скрины. А скрины там какого-то непонятного года. Еще там другой тренер у сборной Украины. Он там обсуждает, осуждает. В общем, болеет за Спартак. Ну, как частной жизнью занимается. Там паблики не особо большие. Там по 500 подписчиков. Непонятно кто. Вообще его вычислил, что это он. Типа под своим именем Кирилл, да, вот это он писал. Ну, ничего, приняли, вот такой вот, нашли крота. Радовался ударом по Киеву, там призывал разбомбить. И привели вот эти скрины. То есть, никто против вот таких вот действий, да, или там, когда ловят непонятных бабушек за какие-то лайки в Одноклассниках, за какие-то посты, за перепосты, за какую-то там еще историю. Понимаете? То есть проблема, достаточно серьезная проблема, которую никто не замечал из звезд. И вот это бумерангом возвращается сейчас. Сейчас их травят, и они отбиваются. Ну, может, отобьются. А простые люди находятся в эпицентре этого маразма. Вот прям внутри, в сердцевинке этого идиотизма. Одна вот мамочка вообще офонарела. Говорит, конфликт случился на фоне того, что сейчас сколько вот там, 4-й год с Россией война, а у вас ребенок ходит в тапках цветов российского флага. Сказать, что я нахожусь в ахуе, это ничего не сказать. Приебалась ко мне женщина. Значит, она не подбирает выражений, поэтому мы убрали, вот, ну, я убрал эти все, скажем так, моменты. Но это прям очень 18+ лексика. Значит, говорит, пристала женщина. Женщина в магазині і говорить мені, як вам не соромно, ваша дитина знаходиться під обстрілами, а у неї взуття флагу Росії. Вот так вот. Стыдно тебе должно быть. Обувь у нее флага России. Вы тут видите флаг России на обуви? Не, ну понятно, что там цвета, понятное дело. Но ну как бы, а тут напоминает что-то флаг России на этой обуви у этого ребенка. У женщины, походу, не все дома и не часто собираются. Я говорю, женщина, у вас, говорю, все в порядке с головой. Сказать, что я в ахуе сейчас нахожусь, это ничего не сказать. Правда, у меня просто был шок. Я позвонила маме, говорю, рассказываю эту ситуацию. Она говорит, а я сейчас пью кофе с сливками яготинской. Так что, говорит, к яготинскому теперь, говорит, какие-то претензии. Вот это вот зря подсказала. Сейчас, наверное, будут яготинский перекрашивать. Ну, этот марка молочной продукции. Предъявить.
Напишите в комментариях свои вообще мысли по поводу этого. Я женщину, правда, послала нахер и сказала, блядь, идите нахер и не трогайте моего ребенка. Это пиздец какой-то. Люди сходят с ума. Это правда. Люди сходят с ума. Но я, вот так вот в завершении вот этого основной части нашего шума, я бы хотел бы, чтобы все отметили, что люди давно сходят с ума. И давно, оказывается, начали ходить с ума. Напишите, кстати, тоже в комментариях вы по поводу обуви цвета российского флага у ребенка. Ну, вот эти, не знаю, они вообще оригинальные, не оригинальные, эти кроксы похожи, да, ну модель как кроксы у дитя с этими вставочками. Ну, вот эти сейчас модные там в дырочку вставляешь, вот какие-то там фигурки. Вот это вот цвет российского флага она там нашла, женщина, и прикопалась. Но люди сходят на самом деле с ума очень давно. В завершение я хотел бы подчеркнуть, что это безумие окутывает, ну вот прям вот это вот поколение, да, молодых или там детей в 90-х, брошенных, тяжелых 90-х. Для многих голодных, для многих там таких, которые там на заработки надо было ездить, а дети вот это сами росли, как бурьян. Буквально там позавчера назначен генпрокурор Украины Кравченко. Ну, как бы молодой хлопец, 35 лет. Я о нем говорил, об этом назначении. Генпрокурор, вообще самый молодой, послужной список руководил Киевской областью. Там, налоговик сам по себе, и в прокуратуре он там работал, то есть он понимает специфику изнутри. Сам он родом из Северодонецка, Луганской области. Ну, 35 лет. Я так прикинул, 35 лет. Думаю, так а что не так? Ну вот почему так получается, что люди окунаются в какую-то абсолютно другую культуру, увлекаются абсолютно другими героями, какими-то там историческими персонажами. Откуда вот это наносное идеологическое? Бигус, который, ну, его команда, который там сознался, что быть агентом СБУ это окей, и он гордится этим. Ну, там не агент, там непонятно кто, внештатный сотрудник. Он это признал, говорит, я горжусь этим, я там с кем-то воевал. Правда, Владимир Бойко, журналист, говорит, ни с кем он не воевал, ему просто для отмазки сделали эту корочку, что он вроде как на юге воевал. На самом деле там Арахамия подсуетился, но, в общем, не воевал он. Его команда делает очень интересный материал, вспоминает очень интересный эпизод из жизни Руслана Кравченко, нынешнего 35-летнего генпрокурора. Он проходил собеседование на главу НАБУ. И там у людей возник вопрос, а что это у тебя за название електронної почти таке? Були й інші питання, зокрема, чому він назвав свою пошту іменем Макс Нойман. Німецький політик з таким іменем у 1932-му підтримував нацистів. Значит, Макс Нойман – это генерал нацистский. Чего это он назвал свою почту Максом Нойманом? Вот этот вот уже, ну это было 2 года назад, ему было 33 года тогда. Макс Нойман – це просто ніхто, це не живий чоловік, тому просто назва електронної адреси. Просто Макс, просто Нойман. Это не живой мужчина, это никто, это просто название. А хто був Макс Нойман? А хто був, ну, ви знаєте, що це за історичний герой? Ну, як вам... Це не ну, для мене, в моєму розумінні, це не було історичний герой. Просто Макс Нойман, відповідно до перекладу з німецької мови, Нойман – це новий чоловік. А вы как выбираете себе электронную почту? Макс Нойман. Нойман. Новый мужик. Ну, а Макс на максимум. То, что там нацисты, там вот это все, там это немецкий, как генерал, да, ну что, Макс Нойман. То есть у нас генеральный прокурор, 35-летний сейчас, у которого 2 года назад была почта, ну, который сам себя называл, получается, да, была почта
Макс Нойман. Вот такой. Так и хочется сказать. Так что вот такие дела. Значит, друзья, всем большое спасибо. У нас 19 тысяч онлайн. Спасибо большое за поддержку. Спасибо большое за то, что пишите. Спасибо за то, что пользуетесь и супер стикерами. Ань Насалам, благодарю за поддержку. Постоянно меня поддерживаете. Если работает у вас этот сервис, тоже всех призываю. Спасибо огромное. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Сколько вы готовы терпеть войну? Как Розовый? 2,5 года, а потом будет мечта, победа над Рашкой. Или сколько? Значит, 2% год-полтора, 5% полгода максимум год, 20% столько, сколько нужно. И 73%, опять это 73%, ух ты, не готов, хорош уже, хватит. Спасибо большое, что проголосовали, благодарю вас. Предлагаю также, уважаемые друзья, закрытый клуб зрителей посетить и немножко пообщаться с вами, значит, по поводу шума. Барсук спрашивает. Александр, так получается, что Андрей Борисович попал точно так же под зеленое проклятие, как и все остальные? Зеленский как-то девочка из звонка, что не делай, все равно утащит на дно, спрашивает. Уважаемый Барсук, спасибо вам большое за этот вопрос. Ну, у него функция такая на самом деле. Он, может, для этого был и выбран Зеленским. Но я думаю, все не шибко просто. Не шибко просто в этой ситуации по поводу как бы его, ну, этого звонка, да, своеобразного звонка, девочки из звонка. Но проклятие Зеленского работает. Но мне кажется, здесь не в проклятии Зеленского дело. Здесь дело в конкретном моменте, что Соединенные Штаты отворачиваются от Украины и рубят все концы. Ну, Ермак это не конец. Это канат, это канатище, это железный трос, который всячески привязывают внешнюю политику Украины. Сибига, вон, смотрите, какие речи толкает. А кто такой Сибига? Ну, член какой-то там переговорной группы. Ну, осветит своей должностью ту или иную встречу. Ну, по большому счету, что решает Сибига? Все в международной политике на Ермаке завязано. Понятно, Зеленский всем руководит, но подвязки Ермака. Мы помним, как с Кулебой он вместе встречался, Кулеба в сторонке, и Сиярто напротив них. Примерно такая же ситуация возникает и сейчас. Всем плотно занят Ермак. Если поменяют правительство, будет там Юлия Свириденко под Ермачье, в общем. Везде будет. Не стало Портнова, Татаров, все, к нему идут все вот эти ниточки. И тут такой выкат. Вполне вероятно, что, может, это ни к чему не приведет, но сигнал очень знатный. То есть последствий у статьи не будет. Статья сама как симптом Америки, которая... Ну, тут надо наблюдать. Должны быть еще сигналы. Да? Если Америка сделает... Ведь мы же думаем как? Ну... Сейчас выйдут и скажут: Зеленский, проводи выборы, уходи. Ну, Зеленский там проведет выборы и не уйдет, переизберется, например. Тут же интереснее, если Зеленского лишить Ермака и сделать это американскими руками, ой, ребята, это будет, конечно, нечто. Тем более, что к нему подбираются с разных сторон. Чернышов, он вернется, не вернется, посмотрим, доживем до понедельника с командировки. Миндич, его там соратников тоже, а это все самые ближайшие люди. Ох, как тут момент такой, что если американцы ударят по этому ближнему кругу, но сделают это не в тупую, как там Железняк сливал информацию, что вот санкционный пакет, а сделают красиво через НАБУ, через уголовные дела, или вот через такую обструкцию политическую, которую пережил Ермак в Политико. Посмотрим, насколько будет продолжение. Если это правда тренд и задача обезглавить офис президента, чтобы кого-то другого он назначил. Но это тогда будет интересно. Тогда у Зеленского будет меньше шансов все удержать. На Ермаке слишком много завязано.
Александр, да, Александр задает вопрос. Мне показалось, ваши некоторые гости последние пару дней странным образом преуменьшают Ермака и его значение. Вроде как хулят, но как будто отстегивают от Зеленского, выставляют дурачком, ни на что не влияющим. Или мне показалось, как думаете, вы все ближе к гостям, если знаете, что верно, это верно что-то очень важное. Это ментальность, знаете? Это вот такое, я не говорю, что там, не хочу там украинцы или русские, или там наши, или там западные. Это вот такая общечеловеческая. Ну, кстати, среди украинцев много такого. Среди россиян тоже такой встречается, но, по-моему, меньше. Насколько я там общаюсь или общался когда-то за свою жизнь с россиянами. Это небольшой круг общения, поэтому не думайте. Менталитет скотский. Задача не поддержать того, кто там падает, оступается, а задача пнуть упавшего в ухо. Пнуть. Там упал человек, давай его пнем еще. Давай его задушим. У этих товарищей, которые там, еврейский народ приводят, там другие народы, там цыгане, у них там своя история, такие какие-то, я беру специфические, да, какие-то народы, которые вот, у них наоборот, они куда приезжают, сразу перетягивают семьи, сразу все кучкуются, сразу друг другу помогают, поддерживают, плодятся, размножаются и опираются на этот фундамент, который там, да, вот они строят. К сожалению, это я по довоенным еще меркам, с войной, конечно, многое поменялось, и понятно, что есть взаимовыручка и поддержка, но не так, чтоб шибко. Украинцы там, наши люди, да, они вот топят друг друга. Задача, чтобы никто не был лучше тебя. Утопить, прижать. Кто-то упал, подтолкни его еще. Кто-то там споткнулся, шатается, добей. То есть это вот такая есть история. Это очень плохая черта. А другие народы, наоборот, свои дружненько, давайте. Возможно, в этом причина. Но это такая очень опасная штука. Я не хочу никакой народ обидеть, это многих людей касается, и вполне вероятно, это просто еще и такие личные черты, то есть это порок не в народе дело. Но есть определенная народная составляющая. Одни друг другу помогают и радуются, когда у кого-то что-то лучше получается, другие нет, завистливы, сглаживают и топят. Может быть, в этом есть вопрос. Да, спасибо большое за клуб зрителей. Тут советуют Латынины, нравятся батлы. Давайте там Тимура и Латынина. Господи, вот это я представляю этот эфир. Всем большое спасибо. Пишут мне Наташа, Шелест евреев объединяет жадность к деньгам. Может быть. Тут дело, смотрите, я не про пороки людей. Вот, смеются, Шелест понял менталитет по 5 человекам. Ребята, это вот какой-то, это вот все-таки что-то вот подсоветское, вот что-то есть такие вещи. То есть я делаю выводы исключительно по наблюдениям за людьми. Да, то есть это есть такое свойство, да, у нашего народа, да, там, российско-украинского. Путин же как опять сегодня говорит, мы один народ, все наши. Да, поэтому вот так вот я и собираю такой образ. Не надо дать другому вылезти. Нет, чтобы протянуть руку, помочь, сбиться до кучи, а вот наоборот, чтобы никто не был лучше. То есть вот есть такая какая-то черта, она дурацкая. И здесь, может, она тоже проявилась. Поэтому, если кто-то падает, Ермак, давайте, Ермак, Зеленский хороший. Плюс, конечно, выслуживаются перед Зеленским. Я правда не понимаю, что, я не могу понять, он же это не прочтет, когда пишут там, да, хвалебные оды. Он же это не... А зачем ты это делаешь? В общем, для меня это загадка. То есть нельзя сказать так, как ты думаешь. Или ты правда так думаешь, что Ермак плохой? Нет, ребята, на Ермаке многое завязано. Без Ермака Зеленскому будет очень худо. Это не вот так вот просто взять и поменять. Ермак с ним с самого начала. Сначала советником. Ермак Богдана выгнал. Ермак так ревновал всех к Зеленскому, что отодвинул там всех вот этих товарищей. Вообще говорят, что там кто-то приходит, там приносит какую-то другую информацию. Он их всех с ними воюет, этот Ермак. Ермак еще так вочечка, которая окутывает Зеленского, поэтому будет сложно ему без него. Саша, у тебя есть лабубу? Что это такое, я не понимаю. Значит,
здоровая реакция на бандитов. Шелест, а не совок. Возможно, возможно. Так, сколько в процентном соотношении зрителей на Ютубе из Украины и сколько из России, интересно было бы узнать, ведь наверняка наблюдаете за статистикой канала. Значит, Россия 25%, Украина 10%, это последнее, что я смотрел за последний месяц. Украина 10%, но опять-таки Украина светится, там не пойми, какая Украина светится и как она светится. Канал все-таки под санкциями и заблокирован. Может, это Украина светится, которая... Ну, в общем, 25% Россия светится, 10% Украина, все остальные, весь остальной мир разбросанный по разному процентажу, потому что люди смотрят со всего мира, игра в города это подчеркивает, плюс VPN, которые там, да, помогают перестраивать страну, да. Поэтому вот такая статистика. Как насчет стрима с испанским блогером в России известен как Пабло? Не знаю такого известного испанского блогера. Пабло. Кто такой Пабло? Я знаю другого известного испанского блогера, но он интервью не дает. Разблокируйте Лариса Цумбай. Лариса Цумбай. Ну, разблокируем. Турное дело не хитрое. Жить не война. Лабубу. Вообще не понимаю, о чем вы. Объясните мне, пожалуйста. Шелест, где Пятничный Спивак? Пятничный Спивак заболел, сложно ему было разговаривать. На днях созванивались. Может, он перестанет быть пятничным. Такой тоже вариант может быть в ближайшее время. Я одного Падло знаю. Не Падло, а Пабло, да. Саша, привет. Херсон. Как вы сами думаете, сколько еще балаган будет продолжаться? Ваше мнение? Херсон, Анкл Боб. Балаган с какой именно стороны? Балаган политический. Но если серьезно ударят по Ермаку, и вот давайте посмоделируем, Ермака убирают, Зеленский вынужден будет поменять кого-то другого поставить, этот другой там... Ну, в общем, если собьют Ермака, то это ускорит процессы все. Давайте так, все. Я на этом, ну, то есть я не говорю, что там завтра прям сразу раз и все, но это очень быстро ускорит процессы потери управляемости. Вообще, конечно, сейчас очень интересную тенденцию заметила вот эта Марьяна Безуглая, Леди Би, которая говорит как-то политические. А там же есть класс политологи, политтехнологи, всякие там вот эти, которые служат в ВСУ. Они начали увольняться потихоньку, полегоньку. То есть, то ли это к выборам дело идет, то ли действительно какие-то процессы. То есть, один уволился из ВСУ, я майор, там, есть такой политолог, Таран, я майор в отставке. То есть, да, другой там еще там какой-то уволился. И вот она так подметила, что вот эти все, которые там политические, непонятно, где они служили. Ну, я, например, не знаю. Может, в боевых точках какие-то пулеметчики. Ну, что вряд ли. Просто служили где-то в ВСУ. Ну, сложно мне сказать. То есть, я не могу проверить информацию. То есть, ну, они начинают как бы увольняться. Причем простому человеку хрен уволишься с этой армии. А вот им начинает удаваться это сделать. То ли пойдут сами в политику, то ли будут чего-то обслуживать, какие-то электоральные процессы. В общем, что-то намечается интересное, хороший симптом. Ну, с точки зрения политической перспективы. Так вот, без Ермака будет не сладко. Но вполне вероятно, что даже если Ермака собьют, он вынырнет на какой-нибудь назначаемой должности. Или какой-нибудь там политической, возможно, да, будет выборы курировать, может быть, там проявит какая-то другая политическая сила, не без него. С ним так просто Зеленский не расстанется. Это не классная прослойка, согласен с вами. Я из России, VPN, BitP, ага, вы без всяких Исландий. Какой-то есть VPN, который, я понял. Какой, на ваш самый взгляд, самый быстрый путь закончить войну? Политические изменения в Украине. Самый быстрый. Ну, я не беру там радикальных, там ликвидаций, устранений. То, что сейчас демонстрирует Израиль по отношению к Ирану. Я имею в виду такой без людоедских моментов.
Я считаю, что политическими изменениями, сменой власти политической, вот эти политические удары, там как вот Политико, вот это тоже не просто так история с НАБУ, которая под американцами, которая там глушит Чернышова, ближайшее окружение. Если будут политические удары, то, может, будут политические изменения, и они закончат войну быстрее. Так. Марьяну рекламируешь прямо? Нет. Нет, я просто поражаюсь. Я с вами делюсь тем, чем поражаюсь. И шумлю. Мы же шумим здесь. Никакой рекламы, никого не рекламирую. Так. Пермь, Урал на связи. Спасибо большое. Значит, какие выборы? Их тут не будет никогда, даже если будут выбирать не из кого, тут не Грузия. Александр, да, согласен с вами, выбирать не из кого, так за этим и нужно их выбирать. Именно так именно и себя ведут. Александр, что против Беларуси имеешь? Почему нет совсем спикеров из Беларуси нормальных, не БЧБшников? А я с ними как-то не контачил никогда с Беларуси, поэтому как-то, ну, я знаю, есть нормальные спикеры в Беларуси, но ничего не имею против Беларуси. БЧБшники были там парочку когда-то у меня, но просто не в контакте, просто никогда не был ни с кем знаком. Как ты считаешь, зрители из России, из РФ все смотрят с VPN? Смотрите, я же вам назвал Жизель, я не считаю никого. Не надо тут смайлики, там с рука-лицо. Я вам привел то, что мне показал YouTube. Это не я считаю, это YouTube. Никто никого не считает. То есть статистика YouTube. Вот так вот. Светится Россия 25%, 10% Украина и все остальные разные страны. Понятное дело, что теперь-то уже и Украина, и Россия с VPN или с какими-то измененными странами. Вот и все. Так, спасибо за шум, и вам спасибо большое. Привет из Германии. Ну, когда проснется здравый смысл, жить с Россией в мире дружбе, назло англосаксам. Валентина. Ну, что вам сказать? Назло англосаксам. Ну, когда украинцы будут в элитах, может, тогда будет шанс. Имеется в виду украинцы по национальности. Сергей, 73 удачи. И вам тоже 73 удачи. Когда будет эфир с Лисевичем? Очень интересный эфир с ним у вас. Не знаю, может будет когда-то, может не будет. Позову, будет. Сняли запрет в России на YouTube, без VPN смотрят. Без VPN, понятно, проводной в России нормальный. ПВО работает. Не неси чушь. Александр, спасибо. Да, Воронеж, Курск, плюс... Спасибо большое. Кто с VPN, кто без VPN. Привет из Москвы. Привет в Москву. Визуал какой-то пользователь. Да, Сергей Немо, респект. Респект вам. Друзья, всем большое спасибо. Как обычно, хотелось коротенько, но не так случилось, как хотелось. Всем хорошего завершения этой рабочей недели. Всем большое спасибо, что пошумели. Я всех приглашаю в комментарии продолжить, так сказать, шуметь. Добра и света. Увидимся обязательно. Завтра интервью, новый шум, наш такой крупный шум, не так поздно, там часов 8. Планируем на воскресенье, если все будет хорошо. Ну, так хорошо, как сегодня мы. Хорошо пошумели.